Добрый день. По подоконнику стучит дождь, но мы с вами подводим итоги тестирования смартфона Philips S327. Жаль, очень жаль, что он не появился в продаже прошлым летом, когда народ массово сходил с ума от покемонов. Не так много в продаже недорогих смартфонов с честным гироскопом. Плюс большой экран, плюс неплохая батарейка. Вот ровно то, что нужно ловцу японской мультяшной живности. Еще пара интересных вещей. Как вы можете видеть, поддерживается работа в перчатках. Это обычные перчатки, не специальные. Причем очень уверенно, все и хорошо. Еще добавочная плюшка, это есть инфракрасный передатчик. Можно настроить смартфон, чтобы он работал пультом дистанционного управления для ваших телевизоров. Ну и с одной стороны, S327 от всего этого не становится менее бюджетным смартфоном, у которого достаточно малая оперативной памяти и у которого не слишком резвый процессор. С другой стороны, вот как-то после этого начинаешь на него смотреть с некоторым уважением, что ли. Ладно, давайте обо всем понемножку по порядку. Цена. В серьезных магазинах он продается за 8000 рублей. В несерьезных можно сэкономить где-то примерно 1000. Как можно видеть, цена от 6800. Внешность вы видите. Она столь классическая, что просто клейма ставить негде. Пластиковый, разборный, крышка снимается, аккумулятор съемный. Легкие поскрипывания есть, но в целом сборка нормальная. 3 гнезда для карточек, которые скрываются под крышкой, 2 микросим и карта памяти. Светодиодик есть, сейчас я его покажу. Довольно яркий, скрывается вон тут в уголочке динамик. Камера, которая на задней крышке достаточно сильно выступает за пределы корпуса, где-то, наверное, на миллиметр. Железо. С процессором все просто и понятно. Нормальная бюджетная штуковина, неоднократно уже с ней сталкивался. На разных смартфонах жить вполне можно. С флеш-памятью тоже все просто и понятно. Уместиться на жалких свободных 4 гигабайтах, которые остаются от изначальных 8, да, это невозможно в принципе. То есть придется ставить карту памяти. К счастью, у свежих андроидов с этим все хорошо. Память карты можно использовать для установки программ, поэтому ставите просто хорошую карту памяти и о нехватке флеш-памяти забываете. Увы, повторить этот фокус с оперативкой не получится. Сколько есть, столько есть. Ее досадно мало, и с этим придется как-то мириться. Датчики. Набор датчиков радует. То есть это не только традиционная малая тройка, акселерометр, приближение, освещенность, но и компас с гироскопом, которые обычно встречаются только в достаточно дорогих моделях. Вот, пожалуйста, можете посмотреть, что гироскоп здесь действительно есть, он работает. Датчик отпечатков пальцев, увы, нет. Экран. Недорогая все же IPS матрица, пожалуй, даже, я бы сказал, излишне недорогая, но тем не менее никаких особых проблем с экраном нет, читать с него я пробовал, это вполне комфортно. Яркость, пожалуй, чуть выше среднего, чуть выше средней температуры по больнице максимальная яркость. С минимальной тоже все неплохо, к этому каких-то особых вопросов нет. Разрешение HD, я знаю, что многие будут кривить губы, что маловато для 5,5 дюймов всего лишь HD разрешение. Как по мне, это не слишком страшно. Куда печальнее, что нет нормального олеофобного покрытия и отпечатками пальцев покрывается экран быстро. Ну, бывает и быстрее, но быстро. Увы. Ну, про перчатки я уже сказал. Софт – это чистенький 7-й Android, 32 бита. Обновления есть, они прилетают. Как вы можете видеть, нет единого списка приложений. Все приложения на рабочих столах.
поисковая строка от Google была, но она без проблем с первого экрана удалилась. Аккумулятор. Емкость 3000. Аккумуляторные тесты дали в среднем 130% от моего условного эталона. Результат нельзя сказать, что он выдающийся, но вполне добротный. Так что к батарейке у меня тоже вопросов нет. Навигация. Поддержки альтернативных спутниковых группировок, к сожалению, нет. Только GPS. Треки, как вы можете видеть, не слишком аккуратны. Но в целом каких-то страшных проблем при тестировании навигации у меня не было. Ловятся спутники быстро, не теряются и так далее. Фонарик. Фонарик из вспышки так себе, он не яркий. Камера. Типичная камера для смартфонов такого класса. То есть это не ужас-ужас, совсем нет. Но полноценно заменить фотоаппарат она вам не сможет. Как обычно, с примерами фотографий можно ознакомиться в текстовом обзоре у нас на сайте helpix.ru. Вот мой любимый дачный паучок. Фронтальная камера совсем не произвела впечатления, уж больно она сильно замылила мою физиономию. Хотя подозреваю, что на видео это вряд ли можно нормально разглядеть. Напоследок играм. Высокую графику, конечно, лучше не ставить, но в целом смартфон вполне пригоден для игр, включая все тот же Асфальт. Итого, как вы уже, думаю, поняли, Philips S327 это простой, понятный, дешевый смартфон с гироскопом. Досадно, конечно, что пожадничали с оперативной памятью. К сожалению, аппетиты приложений, да и самого Android со временем только растут. Проблема, в общем, понятна. Для одного отдельного приложения памяти хватает всегда. Ну вот, открыли вы, скажем, Яндекс.Карты, да? Потом пошли в браузер и открыли там несколько вкладок, да, вот. Где у нас браузер? Вот браузер. Раз вкладка. Вот, можете оценить степень неторопливости, да? 2 вкладка. 3 вкладка. Потом мы переключаемся обратно на карты и обнаруживаем, что их в памяти уже нет. Вот, если вы готовы мириться с тем, что ваш смартфон будет вести себя вот таким вот образом, то, в принципе, Philips S327 очень даже неплохой претендент на денежку из вашего кошелька. Все остальное как бы вполне на нормальном уровне. Так что моя оценка очень добротная, 8 баллов из 10 возможно. Нормально. Как обычно, с текстовой версией обзора можно ознакомиться у нас на сайте helpix.ru. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.